Друзья, всем привет! Меня зовут Виолетта Озеркан. Вы на канале Вита и Млад. Мы сейчас находимся в городе Тарсус на проекте Илькем Центр. Этот комплекс мы показывали и рассказывали вам про него. И по просьбе наших покупателей мы приехали сюда, чтобы посмотреть, как здесь идут дела, как продвигается строительство. И сейчас я нахожусь в шоурум квартиры 1+1. У нас не очень много времени. Мы приехали сюда с клиенткой и заодно вот по вашим просьбам, по просьбам наших покупателей мы проведем небольшой видеообзор, покажем, что здесь уже сделано. Вот сейчас мы находимся в комплексе Центр, как я сказала, это квартира планировки 1+1. У нас в основном все наши покупатели покупали здесь квартиры 1+1 именно вот с такой планировкой. Здесь у нас получается совместная кухня с гостиной. Посмотрите, вот здесь наглядно можно увидеть, какая мебель, как здесь все вместится, как будет выглядеть уже с отделкой кухня от застройщика, с отделкой с мебелью. Вот такая вот будет мебель, фартук черный, столешница мраморная, мебель из орехового дерева. Вот такой вот будет остров. Вот. Ну а все остальное, это, конечно, все обустроено для показа. Кондиционеров здесь тоже не будет, вот этих вот реечек на стене не будет. Мы сейчас посмотрим голую квартиру, да, которая у нас с отделкой от застройщика. Квартиры еще достраиваются. Здесь была задержка в связи с тем, что было землетрясение, техника была отправлена в зону бедствия. Ждали какое-то время, пока вот эти комиссии все проверят комплекс и все строительные объекты на наличие каких-то аварийных моментов, да, и, конечно, все это отнимало, немалое количество времени отняло, и поэтому вот такая вот задержка здесь сейчас. Но, тем не менее, строительство будет окончено к концу года, как обещает застройщик. Спальня, на первый взгляд, здесь небольшая, но мы видим, что здесь поместилась двухспальная кровать, две прикроватные тумбочки, вот такая вот декоративная, вот такая вот полноценная прикроватная тумбочка. Шкаф, здесь есть специальная ниша, и вот здесь такой вот встроенный шкаф. Здесь будет отопление, поэтому в каждой комнате есть радиаторы. Это город Тарсус, Тарсус газифицирован. И это прямо, можно сказать, центр Тарсуса. Здесь вот из окна, вот прямо из окна видно торговый центр Тарсу. Вот это вот здание, это торговый центр. Здесь, как вы видите, из плюсов также два балкона. Вот один основной. Причем вот этот угловой диван, он его не перекрывает. Да? И здесь еще есть технический балкон в спальне. Сейчас он зашторенный. Вот такой. Мы сейчас еще посмотрим в пустой квартире. Давайте посмотрим шоурум квартиры 2+1. И также мы можем увидеть и планировку, и как эта квартира будет выглядеть уже с мебелью. Смотрите, самый главный плюс, конечно, здесь, это то, что кухня здесь находится в отдельной нише. Это практически отдельное помещение, можно сказать. Просто без двери. Достаточно просторная прихожая с таким вот шкафом от застройщика. На полу ламинат. Здесь находится санузел. Планировка 2+1 здесь вообще топовая, я считаю. Потому что отдельная кухня и отдельная гостиная. Вот гостиная здесь вот просто без кухни. Очень красиво дизайнеры, конечно, здесь все это обустроили, украсили. Смотрите, какая красота. Зеркала всегда чуть еще больше расширяют пространство. Поместился обеденный стол. Вот такая вот мебель. Вот этих вот декоративных элементов не будет на стене. И это торцевая квартира 2+1. Вот, с торцевым окном. Здесь вот балкон
выход на балкон. Опять-таки здесь отдельный балкон есть. Но мы еще сейчас посмотрим. В пустой квартире здесь не очень удобно выходить. Все зашторено. Есть радиаторы. Здесь будет газовое отопление, как я говорила. Это такой вот прямо вариант для работающего человека. Может быть, кто-то в аэропорту, да, будет работать и может здесь снимать квартиру в этом комплексе. Рядом с торговым центром. Это очень ликвидное место. Торговый центр поблизости всегда повышает ликвидность объекта, это 100%. И еще на территории комплекса, это же ведь у нас комплекс с концепцией города в городе. Сейчас мы еще посмотрим с вами, какая тут большая территория. И здесь на территории уже самого комплекса только будут различные какие-то открываться бизнесы, то есть здесь будут какие-то салоны красоты, рестораны, кафе, я не знаю, там какие-то... Нотариус здесь будет, да, то есть здесь будет много помещений под офис. И, соответственно, на территории комплекса тоже будет много различной инфраструктуры. Вот еще одна спальня, она первая от входа. Посмотрите, какая она просторная. Здесь у нас и кровать, и шкаф, тумба, рабочий стол. И все это вот поместилось в относительно, так, скажем так, не большом помещении и без тесноты причем. Вот сейчас я вам покажу пустую квартиру. А вот сначала мы посмотрели с вами, как она будет выглядеть с мебелью. Очень понравилось мне здесь качество фурнитуры, друзья мои. Посмотрите, двери, матовые ручки, входные двери. Это вообще, сейчас покажу вам. Вот с этой стороны как бы ничего примечательного. А если выйти, посмотрите, какая дверь. Очень, конечно, порадовала меня, если честно. Вот здесь прям отделка, фурнитура, сам стиль. Вот такой вот очень красиво смотрится квартира. Вот такой длинный коридор. Да, мы помним, что комплекс состоит из двух блоков. Это Париж и Токио. Мы находимся в Париже, да, это блок А. Ну, изначально так застройщикам были придуманы названия, чтобы легче было ориентироваться, потому что на территории комплекса еще несколько блоков зданий. Я уже, если честно, не помню, сколько именно, но именно жилые помещения вот сейчас на продажу, это именно... И они будут достраиваться первым этапом, это Париж и Токио. Также на территории комплекса там есть и бизнес-центр, вот, и квартиры 2+1 для больших семей, но они уже будут достраиваться вторым этапом. В конце года будут сдаваться именно Париж и Токио. Я считаю, что это классный проект все-таки, один из моих любимых в Илькем-Япы, поэтому я много раз сюда приезжала, с удовольствием делала обзоры, мы гуляли с вами по Тарсу. Сегодня очень жаркая погода, я думаю, что сегодня мы сильно много гулять не сможем. Мы приехали сюда с клиенткой, она, конечно, тоже порадовалась, увидев свою однушку, очень ей понравилось. Находимся на первом этаже, и вот рядом с шоурумом есть просто пустая квартира, чтобы вы понимали, как вот она вот без мебели, как она выглядит. Вот таким вот образом. Здесь еще, конечно, будут дорабатывать, устанавливать плинтуса. На входе будет шкаф. Ну, посмотрите, вот на самом деле вот достаточно места, чтобы расположить всю мебель необходимую и даже больше. Вот. Здесь у нас санузел. Ну, все это мы с вами видели в шоурум, поэтому здесь я просто пробегусь и покажу вам, как она выглядит вот от застройщика в чистом виде, а вы уже на свое усмотрение там все обустроите. Если честно, вот мне прямо, я выдохнула, мне понравилось. Очень понравилось. Ну, расположение здесь вообще топ. Это самое лучшее расположение, я считаю, из наших проектов, потому что вот торговый центр буквально, я не знаю, в 5 метрах. Давайте пробежимся, посмотрим еще двушечку пустую. Вот еще одна однушка. Здесь квартира расположена в 2 ряда. Здесь как бы 2 блока, они смыкаются. Вот это вот такая вот место стыка. Здесь шахты, лифт расположены, какие-то технические помещения. Вот. И вот одна из планировок квартир 2+1. Вот одна из планировок. Тоже здесь торцевое окно, в принципе, как
Да, здесь вот кухня расположена, это другая планировка. Вот ту квартиру, которую мы смотрели, 2+1, она, конечно, выигрывает тем, что там кухня утоплена в нише. Здесь другая планировка, но тоже симпатично все смотрится. Здесь вид, конечно, так себе на этих этажах, но вот на высоких этажах, у нас есть у клиента квартира с видом на ту сторону тоже, там, друзья мои, очень классный вид открывается на город, а вечером огоньки, горы Торосские и сам город, это, конечно, тоже очень красиво все смотрится. Вот, показываю вам по ходу пьесы еще вот такую планировку 2+1. Но я считаю, что для сдачи в аренду это идеальный вариант. Не знаю, как для жизни в Тарсусе, не знаю, кто-то, может быть, хотел бы в Тарсусе жить, но, по крайней мере, здесь сдавать квартиру вот людям, работающим в аэропорту или живущим в Тарсусе, каких-то, это просто идеальный вариант. В Тарсусе есть университет, кстати. Для студентов тоже однушки бы подошли. Мы на территории комплекса Тарсус-центр. Первым этапом будут сдаваться вот эти два блока. Париж, в котором мы сейчас были, и Токио. Внизу вы видите вот это вот, здесь будут помещения для офиса, то есть это коммерческие помещения. Как я и говорила, здесь будет много различной инфраструктуры. Также здесь есть еще блоки. Всего на территории комплекса будет возведено 7 блоков. Это будет как город в городе концепция, да, то есть здесь все на территории комплекса, можно будет практически найти все. Ну, если что-то, чего-то вы не нашли, то, пожалуйста, вот прямо здесь, буквально в 10 метрах находится вот этот комплекс Тарсу, большой торговый центр, крупный. Здесь все сетевые бренды, кафешки, Starbucks и так далее. В общем, это центр, скажем так, цивилизации в Тарсусе, также можно назвать. И место, конечно, это просто очень ликвидное, как раз-таки за счет соседства вот с этим торговым центром, за счет своего расположения. И все близко. И для семьи, для работающей семьи, да, для студентов расположение будет очень удобным. Что мы можем отметить из проделанных работ из последнего видео, когда мы здесь были? Конечно, мы, когда были, еще не было вот этих вот окон, уже вставили окна, уже идет внешняя отделка, внутренняя отделка практически тоже уже закончена, остались какие-то там небольшие работы. Вот именно в блоке мы были в Париже. В Токио также сейчас идет внешние малярные работы, устанавливаются, ну, практически уже установили уже окна. Здесь у нас мы видим выводы под кондиционеры вот на балконах, да. То есть работа идет, и вот здесь вот кран такой у застройщика, да. И, конечно, будем надеяться, что к концу года уже наши дорогие, любимые клиенты смогут стать собственниками. То есть собственником это можно стать еще раньше, да, но уже можно будет получать ключи и как-то распоряжаться этой недвижимостью, заселяться, или можно ее сдавать в аренду. Это уже мы будем с вами вместе обсуждать. В Тарсусе, как всегда, летом жарко, гораздо жарче, чем в Мерсине. Мы сейчас зайдем в Тарсу, выпьем какой-нибудь прохладительный напиток в Старбаксе. Вот, и потом решим, будем ли мы сегодня гулять в такую жару, или же мы обойдемся, просто пойдем угостим нашу клиентку знаменитыми тарсусскими хумусами. Здесь же есть известная кафешка. Вот, и хумусом, и лахмачунами. Вот здание Илькем Япы, да, уже вот этих две свечки возведены, вот, и, конечно, выглядит очень солидно этот комплекс, и вот за ними, за этими двумя зданиями, там как раз-таки находятся вот Париж и Токио, в которых наши клиенты купили квартиры, и теперь мы с нетерпением ждем
сдача такого грандиозного, не побоюсь этого слова проекта. В общем, никак не можем мы выйти из торгового центра Тарсу. Зашли сюда попить кофе. Наша клиентка Татьяна пошла пошопиться чуть-чуть. Ну и мы себя не обидели. Зашла в English.com, а тут такие скидки, 50% скидок. Сейчас я вам буду делать распаковка чек от English.com. Кстати, вот English.com, у них хорошее белье, хорошая посуда, ну вот хорошее, достойное качество, и можно сатиновое белье здесь найти. И вот я сегодня по скидке купила вот таких вот 2 набора сатинового белья на двухспальную кровать. Я прям в одном цвете взяла. Я люблю все покупать одного цвета, чтобы не заморачиваться со стиркой. В детские комнаты взяла такие покрывала. Затем мне еще, причем плюс дали в подарок. Сейчас, минуточку. Плюс мне дали в подарок вот такие вот 6 таких вот мисочек. Представляете? Сейчас покажу вам. Как не показать. Вот такие мисочки мне дали в подарок. 6 целых штук. Я была приятно удивлена. Плюс я купила такой парфюм для офиса. И у меня все это вышло 6 с копейками. Там 6200, что ли, или 6300. Ну, в общем, все это дело, вот это дело все. То есть 2 сатиновых набора. Это простыня на резинке и пододеяльники. 2 покрывала. Плюс вот эти вот все эти мисочки в подарок. И, короче, это все обошлось мне в 6000 лир. Я считаю, классно. У меня находочка. Обычно, когда мы приезжаем в Тарсус снимать видеообзор про жилой комплекс «Центр», мы посещаем какие-то достопримечательности, но не в этот раз. Погода была очень жаркой, и единственное, что мы смогли сделать, это дойти буквально 5 метров от этого комплекса до торгового центра. И, конечно, еще раз отметили для себя, насколько удачная локация у этого жилого комплекса. Наличие такого крупного торгового центра вот, в пешей доступности, это, конечно, в разы повышает ликвидность этого объекта. Я надеюсь, что наши клиенты были рады, и вы увидели, что строительство на самом деле идет, несмотря на то, что есть задержка, но в конце года застройщик обещает сдать уже этот комплекс. Будем следить за его работой. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ставьте нам лайки, пишите комментарии. Ну а мы желаем вам всего самого наилучшего. С любовью из Мерсина. Пока-пока.